На что ты потратил деньги с НТА? Хаты просто пушка будут. Вот, надо брать по-любому. А можешь ли ты сказать, что своим решением кому-то из бывших тиммейтов ты сломал карьеру? Определенно, были ситуации, где я в какой-то мере поспособствовал. Твоя любимая категория порно? И как твои вкусы менялись с возрастом? Всем привет, с вами Team Spirit, и меня зовут Иван Научил-Шалыгин. И недавно я подумал, что ничто так не расслабляет, как смена обстановки, и поэтому мы выбрались с нашими ребятами в бар поболтать по душам. Но если ребята не захотят отвечать на какой-то особо каверзный вопрос, они просто могут выпить. И сегодня мой первый гость — Ярослав Мипошко-Найденов. В первую очередь, хочу тебя спросить про итоги DPC, которые были вчера. Буквально вчера вы разорвали 5-0 челов. Расскажи о своих эмоциях, впечатлениях. Потому что, с моей стороны, это было как будто просто вынос тела какой-то. Я бы не сказал, что игры были прям все время под нашим контролем полностью. Я, конечно, верил в победу, мне нравились наши пики. То есть, что против Hellraiser, что против ВП, во всех картах абсолютно. Я прям чувствовал уверенность, что игра будет за нами, если мы не будем совершать каких-то критических ошибок. Соперники тоже молодцы, старались, как ни крути. Я, правда, чувствовал конкретно от Hellraiser, что прям уже с первой карты они как-то играли не так уверенно, как против нас в первой встрече. А по ВП, например, первые две карты они точно боролись и прям старались. Это было видно, игры были для нас не прям простыми. Не было очевидно, что мы там победим с нулевой условно. А в третьей они уже немножко ошиблись в драфте довольно критически, как по мне. И, соответственно, мы смогли их просто передавить на всех линиях, и уже игру тоже быстро выиграли. Окей. Смотри, Ярик, на Инте ты выиграл очень много денег. Но, как зачастую бывает, когда человек достигает какого-то успеха, приходят люди, которые хотят отщипнуть, так скажем, кусочек пирога. Расскажи об этом. Кто у тебя пытался занять самую большую сумму после Инта и какую, если это не секрет? Занять? Да, на самом деле нет такого. Не могу. То есть у тебя не просили денег после Инта? Да не, есть люди, которые просили, но это Расскажи, кому ты занял самую большую сумму? Да я не помню. И какую сумму? Ты реально не помнишь, кому ты занимал денег? Нет, я не помню, чего-то стоящего такого. То есть у тебя можно просто там занять условно десятку, и ты такой, ладно, давай там. Да. Это же вообще Ярик, фигня. Давай, после бара останемся там. Нет, если ты меня займешь десятку и ее не вернешь, то я потом больше не займу. Но ты же сам говоришь, что не помнишь, кому ты занял. Нет, я сейчас не могу вспомнить. Если там нет, человек напишет, там переписка же сохранилась, условно, или просто я просто, увижу человека, вспомню, опа, ага, ты мне там это задолжал там. Хорошо. Недавно ты задонатил Вудушу 150 тысяч рублей на стриме на BO5. Это твоя самая бессмысленная трата денег в жизни? Да? Может быть, есть смысл, расскажи. Конечно, смысл есть. А какой смысл? Смотрел я, получается, Вудуша уже, наверное, год, можно даже сказать. В принципе, нравится его подход, нравится, как он как человек, нравится, как он ведет стримы, как он общается с аудиторией, и в целом сама игра нравится, в которую он играет, что он столько много времени ей уделяет. Это, можно сказать, в какой-то мере как и благодарность тому, что он такой, и в то же время как поддержка в целом для развития этой игры, как героев третьих. И, соответственно, я решил именно такую сумму выбрать, и выбрал, соответственно, и оппонента к нему в пару. В итоге, как серия сложилась? Вышло она вообще круто. Я вообще изначально планировал бот-3. Списался с Вудушем, узнал, как вообще там лучше задонатить, все такое, может... То есть ты до того, как задонатить, списался с ним? Конечно. Зачем? Какой сюрприз был бы такой, чувак, у него 150к. Я просто знаю, что у него уже это не впервые, и у него бывали различные шоу-матчи, где тоже не на маленькие суммы, там и на 100 тысяч, может даже больше, я уже точно сейчас не вспомню, но я видел, что такие матчи уже были. Но я не видел, не помню, чтобы видел, когда люди донатили 100 тысяч сразу. И там, давай с этим сыграть шоу-матч, БО5. Я этого просто не видел, я подумал, что, скорее всего, они ему пишут напрямую. Я с ним списался, все это узнал, эти разные моменты. И все, и договорились мы с ним. То есть ты прям в теории можешь какому-нибудь стримеру героев нормально закинуть, кроме Вудуши? Да не знаю. Давай так, если я подрублю героев, 150 рублей мне закинешь хотя бы? Рублей? 150 рублей? Да, 150 рублей. Я могу и больше, 1000 могу сделать. Так, ладно, я знаю, что подрубать. В общем, я вообще об этом не жалею, мне это понравилось. И моя основная идея была в том, чтобы поддержать геройское комьюнити, что ли. Ярик,
На что ты потратил деньги с МТА? И мне интересно, в частности, Мальдивы стоили своих денег или нет? Так, получается, ну вот на Мальдивы я слетал, отдохнул с девушкой, это точно стоило того, мне прям очень понравилось. Что больше всего там понравилось? Там, по сути, просыпаешься, открываешь вот так ширму, выходишь, сразу выходишь, у тебя тут басик такой, значит, гамак, песочек, океан, пальмы, что там, небо, солнышко, прям вот. Слушай, то же Чувствуешь, самое, что в что- Анапе. Вот в Анапе вообще тоже не можно то же так самое. полететь. Вот Там, у тебя будет во-первых, басик, гамак, солнышко, океан. Во-первых, там нет людей, Не, вот океан, практически ладно. вообще нет людей. Вот около, там, где мы были, там вообще не было людей. Плюс вода там прям вообще теплая, прям горячая, я не знаю. Я вот заходил, получается, в бассейн, ну, такая обычная водичка, да. А после бассейна, если заходишь в океан, ты прям чувствуешь, что он горячо. Вот я не знаю, мне вот прям Хорошо. горячо было, я вообще от этого кайфовал. Правда, вода, конечно, нереально соленая, мне это немножко напрягало, но Окей, хорошо. На Вот. что еще потратил деньги с МТА? еще я потратил на подарок, там вот девушке планшет подарил, потом еще решил купить, короче, несколько квартир. Это уже несколько. Ну, уже, Ага. точнее, нет, пока что одна, но в планах еще есть. Мгм, хорошо. Многие дотеры — это просто дети, которые играют в любимую игру и, ну, просто развлекаются. Ты же это уже такой матерый боец этого фронта, который не только играл в любимую игру, зарабатывал, да, но и повидал жизнь. Расскажи про самый сложный моральный выбор, который у тебя был в жизни. Ну и в какой-то мере два, я могу про оба рассказать. Да я уже рассказывал даже на каких-то интервью. Первый это был, когда я играл в Yellow Submarine, еще там с составом Бараш, Дейл. Ну, короче, какой-то такой состав, точно уже не вспомню сейчас. Я, получается, играл уже в этом Yellow Submarine довольно хорошо. Там еще вот PSM, Дейл, Бараш, Фермиан и я. Вот это вот наш такой лучший состав, которым мы добились какого-то определенного успеха. Мы там выиграли самую первую открытую квалификацию на вот, закрытой квалификации на International. Это было типа прям вообще офигенное достижение. Там на 1024 команды прям вообще лютая заруб была. Вот. Но у нас был, получается, вот менеджер Корбан Дима. И потом после этого его позвали в Империю. Ну и там какой-то период прошел. Я вот, получается, остался просто в этом составе, там с кем попало уже. Потом ПСМ поиграл в Нави. Он вернулся из Нави и начал собирать состав. И позвал меня. Я, соответственно, согласился, но у меня было небольшое чувство, что я как бы кинул своих друзей ради, типа, там, другой команды. Вот, и у меня было немножко вот это вот такое чувство, гложило меня. Но в тот момент я, получается, вот играл с ПСМ, там мне пришлось играть на третьей позиции, это для меня была новая роль, а там было реально тяжело. Вот, но у меня это получалось плохо, я в основном просто физил. И из-за этого мы там проиграли какие-то игры. И после этого меня кикнули, я вернулся к своим друзьям. И опять все стало как плюс-минус на свои места. Я там сидел, играл, чилил. Вот. Но после этого Дима, он уже там были решал свою империю, Team Empire, и он меня тоже пригласил к себе на тесты. Вот. И я, короче, долго не соглашался, потому что я, во-первых, не хотел кидать опять себя снова своих друзей, потому что я думал, блин, если я сейчас уйду, теститься к другой команде, то они меня обратно не возьмут уже. Типа, если я снова от них уйду. Ну, я, короче, долго думал, там, сомневался, вот прям сам у себя в голове крутил эти мысли. Ну и потом просто списался с Барашем, я с ним все это время играл. Ты как, вообще не против? А он такой, ты че, я вообще дурак, что ли? Конечно, иди, блин. А я такой, ну, а что вы там, ну, обратно меня, если что, как-то вообще возьмете? Он такой, конечно, возьмем. Ну, типа, кого мы еще возьмем, кроме тебя? Ну, я, короче, такой, ё-моё, ну че я вообще парился? Ну и все, и пошел уже теститься. Вот. Ну и, короче, вот этот период для меня был очень сложный, потому что я в тот момент еще, когда меня уже кикнули, ну, с команды PSM, я думал, блин, что я, типа, вообще делаю? Я вот столько времени играю в доту, но я, типа, не добиваюсь особо крутых результатов. Я вроде учусь в универе, но тоже не особо там у меня какие-то крутые оценки, и долги были. И я думал, типа, ну, полностью учил учебу или попытаться как-то забить на универ, пойти в доту или оставить все как есть. Ну, я так и не нашел для себя какого-то ответа и оставлял все как есть, на самотек пустил. Ну и повезло, просто как-то так сложилось, что я попал потом в Team Empire. Вот. Хорошо. Ты вот просто еще Корбана упомянул сегодня. Ну. Расскажи, какой самый ценный совет он дал тебе за все ваше сотрудничество? Ладно, я так точно не вспомню сейчас, но вот вспомнил, что первое пришло в голову. Короче, Ярик, ну, сейчас вот цитирую. Короче, Ярик, тут в Питере новостройка такая, значит, ЖК «София». Там, короче, хаты просто пушка будут. Вот, надо брать по-любому. Так. А это было после Инта 2017, деньги были плюс-минус. И я такой, надо брать. Я такой, Димон, ты уверен? Я говорю, вообще, ну, не знаю. Я еще не готов, наверное, к покупке квартир. Там. Да, Ярик, бери, все четко будет. Ну и вот, и я не жалею, живу там, и реально хата там отличная. Корбан тоже взял там хату? Нет. Ну, не было еще тогда средств нужно.
Ярик, давай, сейчас переходим к жести потихоньку. Готов ты Мгм. вообще? Нормально себя чувствуешь? Вполне, да. Хорошо. Ярик, сколько твоей девушке лет? Не то чтобы я не знаю, конечно, да. Ну, как-то неэтично это с твоей стороны немножко спрашивать такое. Ну да уж. Давай, Вот давай, это Серега, перебор. наливай, короче, тогда, да. Ага, тут я уже смотрю, у нас все готово, да? А в какую камеру я могу посмотреть? Да просто пей, это не Нет, надо. Это нет. тост не надо. А я хочу. А, ты тост еще Вот хочешь? так, всё. Давай. Вот, Диана, это значит за тебя. Что? Это вообще какой-то детский был. Давай ему X2. У меня все подготовлено. Всё. Давай, усиливай. Ярик, смотри, у профессиональных спортсменов есть запрет на секс за день до матча, чтобы не падали игровые результаты. Расскажи, пожалуйста, как секс влияет на твою игровую форму? Слушай, да на самом деле я как-то за собой не наблюдал в этом плане. Типа не записывал там ничего, статистику не вел, да. Поэтому сложно ответить конкретно на вопрос. Ну, я, наверное, чуть-чуть все-таки где-то у себя думаю, что секс, он больше немножко влияет и больше в отрицательную сторону. Но, возможно, это все как бы и фигня. Я думаю, есть люди, которые, собственно, абсолютно наоборот считают. Вот. Хорошо. Тогда, Ярик, расскажи про самый короткий секс, который у тебя был, где, когда, с кем это было и что вообще случилось? Да я не помню, на самом деле. Ну, у меня одна единственная девушка за всю жизнь. И, собственно, ну, логично, что это было с ней. Так. Вот. Но я точно не могу вспомнить обстоятельств и самого, ну, этого конкретного Опиши момента. эмоции. Да я не хотя помню. бы Ну, свои. скорее всего, соответственно, во время процесса, ну, ты просто ты расслабляешься и не думаешь о том, что надо, блин, там что-то где-то поздерживаться или еще что-то. Вот. Как быстро, ну, тоже не помню. Это очень размазанная формулировка, максимально. Но, Ну, я просто не зачтем. помню конкретного. Давай я сейчас... слушай, если бы ты меня спросил, я бы сказал конкретно где, с кем Не, я просто и как такие вещи плохо не это было. Я просто такие вещи не запомнил. Ну ладно, хорошо. Если мы опять же коснулись твоей девушки, вообще, как сильно изменились твои отношения с ней после Интернешнла? В лучшую, в худшую сторону? Может, что-то замечать стал? На самом деле, ну, как сказать, изменения. Не то чтобы изменения были, просто вот получается, ну, в период, когда мы встретились уже после Интернешнл, это вот было в Москве, получается, у нас там, ну, были, так скажем, некие разговоры, и она переживала о том, как я буду, ну, мыслить о нашем будущем и вообще захочу ли я быть с ней. Ну, в общем, она больше переживала о том, захочу ли я вообще типа с ней остаться, там, достойна ли она условно меня. Ну, вот такие вот какие-то моменты бывали. Так в итоге Вот. ей надо переживать или нет? Нет, сейчас у нас вообще все хорошо. Ну, условно, что-то было, но это не то чтобы изменения, это просто вот, ну, знаешь, вот как-то вот проявляются какие-то моменты переживания, но мы как-то все обсудили, все это тоже прошли, и сейчас все хорошо. Окей. Какой поступок твоих родителей в детстве нанес тебе психологическую травму? По-моему, у меня такого нет. Ну, может быть, это бы и могло быть, но на меня это просто не повлияло. Вот, и, соответственно, я этого не запомнил. Вот, не было таких поступков от родителей. В основном у меня все как-то хорошо складывалось. Всегда мы как-то хорошо общались. Ну, то есть они меня как-то поднимали, что ли. От родителей от меня просто требовали, знаешь, хорошо учись, а дальше делать, что хочешь. Вот. А я как бы учился, ну, пойдет, и просто играл в компик. Окей. У тебя очень высокий ранг в пабликах. Стабильно причем. Стабильно. Насколько ты считаешь важным иметь пятерки, высокий рейтинг? Да, я на самом деле вообще считаю, что рейтинг, ранг, он лишь отображает, как сказать, твое желание играть в доту и много, потому что обычно, ну, поднятие ММР — это лишь вопрос дистанции. Я не считаю, что это очень прям важно. Я даже не думаю, что, ну, если ты мидер, то у тебя обязательно должен быть хай-ранг. Если ты просто много играешь, это, в принципе, достаточно хороший показатель. То есть ты там просто, ну, у тебя просто винрейт 50%, да? Ты не стремишься там, условно, там, к хай-раунгу какому-то. Ну, самое важное, как подходит ли это команде. Верят ли в тебя твои тиммейты, даже несмотря на твой ранг. Как-то так. Окей, Вот, хорошо. как-то так. А касаемо мне просто нравится, наверное, играть. Я, ну, плюс-минус много играю. Ну, не стабильно много, но если там буткемп, я там почти весь день играю. Но при этом ты просто стабильно выигрываешь. Я к чему веду? У тебя стабильно высокий ранг. Другие Ну, пятерки не могут таким похвастаться. В чем твой секрет? Ты не знаю, просто хорошо играю. Ну, слушай, ну чемпион мира, видимо, не врешь. Видимо, неспроста, да. Видимо, неспроста, да. Хорошо. Ярик,
ты поиграл уже достаточно много в доту и наверняка принимал какие-то решения о решафлах в предыдущих командах. Можешь ли ты сказать, что своим решением кому-то из бывших тиммейтов ты сломал карьеру? Определенно, были ситуации, где я в какой-то мере поспособствовал там, исключению какого-то игрока из команды. Но вот так, чтобы это прям сломало этому игроку карьеру. Не-не-не, Эрик, давай прям персонально. У меня вот ситуация с Чапи, например, возникает, когда поехал Резоль, а не Чапи. В ситуации с Чапи, на самом деле, как сказать, да он сам по большей степени виноват. И я не думаю, что он даже будет с этим спорить, если с ним, я с ним в хороших отношениях остался. Да, возможно, я там где-то тоже говорил там какие-то вещи, что я там где-то им недоволен, там, когда мы там пытались какое-то общее собрание провести, условно, да. Но я думаю, он и сам это примерно понимал. Да он и сам это даже говорил, что он там не считает себя там где-то хорошим игроком. У него там, не знаю, у него небольшие проблемы с уверенностью в себе, как мне кажется. Точно не знаю насчет того, что сейчас, но вот тогда они были. Вот я даже вспомнил момент. Даже был Роджер и Чапи, и у них был конфликт небольшой. Они не особо как-то стакались, не могли нормально друг с другом взаимодействовать. И мы просто решили, что нам нужно кого-то из них заменить. И мы, по-моему, заменили Чапи, оставили Роджера, но Роджер потом ушел в Нави. И в итоге мы опять, по-моему, вернули Чапи, но там уже что-то опять шло не так. Я не считаю, что там, условно, этому я поспособствовал. Я прям уверен, что если с ним поговорить, он сам скажет, что я там где-то виноват, я там дурак и все такое. В общем, ты никому не ломал карьеру. По-любому, были там ситуации, я их просто сейчас уже, опять же, не вспомню, что я где-то там обсуждал. Слушай, отличная отговорка, да я уже не помню, там вот это вот все было, не было. Слушай, я тебе на такой вопрос ответил, и ты думаешь, я сейчас тебя обманывать буду, да? Это так выглядит сейчас. Хорошо. У тебя нет выбора все равно. Хорошо. Ник твоего бывшего тиммейта, с которым ты никогда, ни при каком условии, не сядешь больше играть в доту вместе. Да нет таких людей. Есть, конечно, люди там с какими-то отрицательными моментами, которых я помню, что они мне чем-то не нравятся. Но Хорошо. о них также, могу сказать, и хорошие. Ярик, давай отбросим сейчас хорошее. Человек, с которым ты играл, который вызывает у тебя наиболее отрицательные эмоции. Короче, ладно, пусть будет это он не негативные вызывал, а скорее были моменты, которые мне в нем не нравились, вот так вот скажу, помягче. Ярик, немножко. хватит смягчать. Назови ник. Значит, это был Арслан, ник Ксани, Xannii. Он, вроде, знаешь, такой вот хороший, добрый человек, вот такой вот старательный, но вот не хватает ему прям вот стержня, знаешь, вот прям вот вообще. Вот мы там, помню, знаешь, сидим в кругу, обсуждаем проблемы, что думает. Очередь доходит до него, 0 слов. Вот просто 0. Ничего нельзя было вытянуть. Как-то, знаешь, сложно было с ним. Как-то видишь проблему, а у него даже не так. У него есть какие-то проблемы, он это знает, понимает, но он не может об этом сказать. И мне это прям не нравится. С ним было сложно взаимодействовать. Плюс такое свойство у некоторых игроков, я бы это сказал, неэффективный АПМ. Назовем это так. Ты можешь играешь, да, мышкой там кликаешь, тык. А представь ситуацию, ты бьешь бараки, ты Я понимаю. Закликиваешь его, думаешь, быстрее упадет, что ли, или что? Я не понимаю. Автоатака быстрее долетит. Да, это неэффективный АПМ. То есть ты все свое внимание сводишь на то, чтобы кликать 100 раз мышкой в один барак. Хотя у тебя есть возможность, нажал один раз, смотришь туда-сюда, миникарта, шмотки, там еще туда-сюда, перезарядку с полов, там подумал. Огромное количество чего можно успеть подумать, если просто развить этот навык. А у него в этом проблема вообще, мне казалось, такая была. Он прям закликивал до смерти какие-нибудь прям крипов, бараки, вышки, это вообще поражало меня. Хорошо. Твоя любимая категория порно и как твои вкусы менялись с возрастом? Давай выпей все-таки. Серег, заряжай. Скажем так. Ты можешь пить и рассказывать, да, конечно. Я просто чуть-чуть уточню, чтобы нормально люди поняли. Там все нормально. Так понятнее, конечно. Стало гораздо понятнее. Как ощущение? Да пойдет. Ты что, это третий шотик всего? Я 10 готов где-то минимум. Если тебе придется до конца карьеры играть на одном герое, какой это будет герой и почему?
Так, сейчас, был у меня какой-то, вот прям мне на нем прям кайфово. Во. Короче, Виверна или Белка. Вот эти два. Окей. Скорее всего, Виверна, потому что не можно на любую роль сейчас сходить. Окей. Ярик, кого из киберспортивного мира ты считаешь самым сексуальным? Только девушек сейчас берем, без всяких роллов. Девушек? Да, только девушек. Блин, сейчас какая-то была, но... Ну давай, ну кто это может быть? Не, ну ладно, ну пусть будет. Ну вот Эфи приходит, короче, так на ум. Эфи. Да, ну знаешь же, её? Да, да, В конечно. аналитике сейчас работает. Конечно, конечно. Да, Я ее фразу юзаю по КД. Да, вот, новенькая. Да-да-да. Вот это бесячее дерьмо, да. Вот, господи, я обожаю. Да, ну вот она привлекательная. Ты получал большое количество комплиментов о своей игре до инта, после инта, разумеется, да? Но если мы посмотрим на соцсети, ты получил наименьшее количество подписчиков после ивента. Задевает ли это как-то тебя? Потому что твои тиммейты, они прям подросли. Ну да, я, кстати, тоже немножко думал об этом и даже не совсем понимаю, почему так. Ну, типа, нелогично, как по мне, немного. Хотя нет, на самом деле, ладно, логично. Ну, типа, если говорить о мире, там все очевидно. Если говорить про коллапсы, тоже все, в принципе, очевидно. Если говорить про Илюху, ну, тоже все очевидно. Так. И про Торонто. Так. Ну, про Easy Game, там и вот такое всякое. Так тоже получится. скандальная Слушай, все тема. тебя на инте отмечали, как ты, типа, вот, смотри, с чуваком играть в 100 раз легче, чем там с любым другим челом, там, не знаю. Как ты там вордил, как с тобой там приятно, я не знаю, коммуницировать и так далее. Но подписчиков ты получил меньше в итоге. Ну, это я уже не знаю. Не, ну это вот я просто для себя, что сейчас вот прям подметил. Для меня вот по этим пунктикам это, в принципе, очевидно. Ну, не знаю. Не знаю, на самом деле, почему действительно так складывается. Но я как бы не парюсь. Да зачем оно мне? Я как бы не стремлюсь к каким-то там... чтобы там какие-то рекламы крутые там давать, проводить или еще что-то там. Ну, я ничего и не делаю для того, чтобы набирать количество подписчиков. Там, появляюсь там в сторис там, или еще фотки какие-то выкладываю вообще редко. И то, ну, так, вот такой в голову придет, блин, все, надо медийкой заняться, фоточку, сторис. На следующий день, да, что-то впадло, я просто пойду за компом почилю и так на месяц. Ладно, окей. Слушай, на самом деле все, в принципе. Да? Спасибо за интервью. Давай пятюню. Все, что ли? Все. Ну, давай, да, еще. Да, Давай, наливай закрепляющий. ему. Ну что, подписчики, за вас. Капец, вот этот ничто по сравнению с этим.